Это видео будет интересно тем, кто хочет порадовать своих близких на ближайшие рождественские праздники. Так что заварите себе вкусного чайка и в ближайшие 5 минут насладитесь этим видео. Всем привет! Сегодня мы будем готовить 3 вида брускет. Поехали! И для того, чтобы приготовить первую и самую изысканную брускету, нам понадобятся спелые томаты черри, прованские травы, оливковое масло, тростниковый сахар, соль, оливки, перец чили, перец болгарский красный, розмарин, чеснок, половинка лимона, сыр фета и бальзамический крем из супермаркета Метро, а также, конечно же, багет, без него никуда. Для начала приготовим наши вкуснейшие помидоры. Возьмем форму для запекания, перекладем в нее помидоры, высыпем сушеный розмарин, можно использовать свежий, тростниковый сахар, соль. Польем обильно бальзамической карамелью. Это будем делать несколько раз для того, чтобы насытить вкусом наши вкусные томаты. Далее заливаем это все оливковым маслом. Посыпаем прованскими или итальянскими травами. И основной маринад для наших помидоров готов. На этом же для запекания емкости мы замаринуем наш перец. Берем болгарский перец, порезанный большими кусочками, посыпаем солью, перцем и прованскими травами. Следующим этапом мы раздавливаем чеснок, не очищая его, и добавляем к нашим вкуснейшим помидорчикам. Я взял 3 зубца, можно взять больше, если любите чеснок. А также берем перец чили и добавляем его к маринаду. Берем наш лимон, срезаем с него цедру и добавляем в маринад к помидорам. А в правом углу по ссылочке вы найдете отличнейший плейлист, в котором куча интересных салатов, приготовив которые вы просто поразите своих близких или любимых. Обязательно посмотрите, оставьте комментарий и, конечно, лайк. Для нас это очень важно. И не забудьте подписаться. Итак, наши помидоры готовы. Перец тоже. Помещаем их в духовку на 180 градусов. Первый этап будет длиться где-то около 20 минут. Нам надо, чтобы они хорошо запеклись и пустили сок. Наши помидоры поставили 20 минут, мы достаем их из духовки и поливаем соком, который из них выделился обильно сверху. После чего помещаем еще на 15 минут на температуру 140-150 градусов. И в итоге получаем вот такие крутые запеченные помидоры и печеный болгарский перец с нереальным вкусом. Начнем собирать нашу первую брускету. Как и ранее в видео про брускеты, которое вам очень круто зашло, мы берем багет и нарезаем его кусочками 1,5-2 см толщиной. Желательно это делать наискосок, для того, чтобы ваша брускета была более длинной и более красивой. На сухой сковороде обжариваем в течение 1 минуты по 30 секунд с каждой стороны. Понять, когда брускета обжарилась, можно по характерному изменению цвета, она станет золотистой. Начинаем собирать нашу брускету. Берем сыр фета, можно взять и крем-сыр, но здесь, мне кажется, уместный более сыр фета, он слегка соленый и не такой жирный. Обильно смазываем наши кусочки багета. Берем подготовленный запеченный перец и нарезаем его соломкой толщиной 0,5 сантиметра. После этого берем наши оливки без косточки и нарезаем их вот такими вот колечками. Примерно по 2-3 мм толщиной. Наши продукты подготовлены. Начинаем собирать брускету. Берем вяленый томат, который мы предварительно очистили от кожуры. При запекании кожура максимально легко с него снимается, то есть вы ее убираете. Также можно почистить перец. Я не чистил, но это можно сделать, будет более круто, более вкуснее, более правильно. Раскладываем томат, раскладываем перец, раскладываем наши оливочки красивые, порезанные колечками.
И наша брускетта практически готова. Все, что нам осталось, это ее украсить свежей зеленью. Мы использовали микрогрин, пророщенные семечки. Вы можете использовать то, что у вас есть в холодильнике. Это может быть базилик, будет просто волшебно. Если это лето, зимой это более сложнее. Можно использовать укроп. Ну, лучше, конечно, использовать базилик или вот что-то из микрозелени. Начинаем собирать брускетту под номером 2. Это будет у нас брускетта с карамелизированной грушей, с ромом и сыром дорблю, а также прованские травки. Для этого блюда нам понадобится груша, прованские травы, тростниковый сахар, крем-сыр, дорблю и сливочное масло 72%. На раскаленную сковородку добавляем нашу мелко порезанную грушу, добавляем сливочное масло и тростниковый сахар. Обжаривать нужно в течение буквально 1 минуты. Груша порезана тонко. Я использовал груша конференция, а она уже достаточно спелая, то есть ей особо готовиться не нужно. Добавляем 15 грамм золотого рома для придания очень вкусного нежного аромата. И добавляем прованские травы. Итак, собираем нашу вторую брускетту. Нарезаем сыр дорблю и собираем брускетту. А в правом верхнем углу по ссылочке вы можете перейти и увидеть невероятно вкусный рецепт ребер с глазурью из Jack Daniels. Обязательно приготовьте эти ребра на ближайший ужин. Они очень нежные и с невероятным пикантным вкусом. Жду комментарии под этим видео по поводу ребер. Также, если будете готовить, отмечайте нас в Instagram, и я сделаю репост, что поднимет количество ваших подписчиков. Итак, мы на брускетту выложили грушу, сыр дорблю, посыпали это все дело миндальными орешками мелко порезанными и добавили веточку мяты. Наша брускетта готова. Приступаем к брускетте номер 3. Это будет необычное сочетание сладкого персика, хамона и, конечно же, пармезана. На подготовленную брускетту выкладываем ломтики персика. Я взял персик консервированный. У нас сейчас зима, летом можно попробовать приготовить это блюдо со свежим персиком. Я думаю, это будет максимально вкусно. Хамон нарезаем произвольными кусочками, выкладываем сверху на персик. После этого берем терку и натираем пармезан. Пармезан или какой-то другой твердый сыр. Украшаем все это дело семечками микрогрина проросшими. И поливаем бальзамическим кремом, который продается в супермаркете Метро практически в каждом городе. Теперь пробуем, что у нас получилось. Сочный сладкий персик, соленый хамон, идеальное сочетание, и сверху немножко пармезана. Дальше попробуем брускетту с сыром. Это вообще самое вкусное. Нереально вкусно. Груша с сыром дорблю. Обязательно приготовьте на ближайшие праздники. Переходите скорее на другое видео, там лично подарок от меня. А какие брускетты вы готовите на свои праздники? Поделитесь этим в комментариях и до встречи в следующем видео.